Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о фрукте, который по-английски называется passion fruit и означает «плод страсти». Однако, как утверждают ученые, этот плод вовсе не является афродизиаком. Речь идет о маракуйе. У нас фрукт известен под разными именами – гранадилла пурпурная, страстоцвет, пассифлора. Такое название покрыто романтикой. Много веков назад в солнечную Бразилию, где растет маракуйя, прибыл монах Феррари из Италии. Именно он дал название «плод страсти», но совсем не за разжигающие свойства фрукта. Диковинный цветок напомнил монаху о муках и боли Иисуса. Тонкие цветочные лепестки символизировали окровавленный терновый венец. Крепкие тычинки были подобны гвоздям распятия, а нежнейшие белые лепестки выражали невинность. Со временем религиозная легенда забылась. Маракуйя распространилась по миру и благодаря яркому вкусу, привлекательному аромату и эффектному виду сохранила страстное название. В природе растет примерно 500 видов маракуйи, но в пищу пригодны только два. Это пассифлора эдулис, имеющая небольшие плоды с темно-фиолетовой кожицей и со сладкой ароматной мякотью, а также пассифлора эдулис флавикапра с крупными плодами и желтой кожурой. Ее мякоть выражена цитрусовой кислинкой. Вкус маракуйи весьма специфический, как говорится, на любителя, поэтому она вызывает разные эмоции. Одни влюбляются в экзотический плод сразу и навсегда, другие со временем. Кто-то остается к нему абсолютно равнодушным, а некоторые, попробовав однажды, больше никогда к маракуйи не возвращаются. Описать вкус маракуйи достаточно сложно, ее вкус не похож ни на какой другой, скорее это микс нескольких фруктов и ягод. В нем чувствуются нотки персика, облепихи, абрикоса, киви, земляники, в общем, фантазии безграничные. Спелая маракуйя сладкая, с небольшой кислинкой, ее вкус может быть слегка терпким, она на 40% состоит из сока. В любом случае, аромат и вкус необычного экзота не оставит равнодушным человека, впервые попробовавшего сочный фрукт маракуйя. Чтобы ощутить этот букет, нужно приобретать спелый, тяжелый плод с морщинистой кожурой. Те, кто никогда не видел маракуйю, могут представить себе крупную сливу желтого или темно-фиолетового цвета. Этот экзотический фрукт растет на лозе, ее длина колеблется от 6 до 12 метров. Маракуйя желтого или фиолетового цвета имеет шаровидную или яйцевидную форму. У плода упругая шероховатая кожура и сочная мякоть, насыщенная мелкими косточками. Она довольно плотная и надежно сохраняет мякоть от механических повреждений. Недозревший фрукт отличается гладкой поверхностью, которая по мере созревания начинает морщиться. Плоды маракуйи с шершавой, потрескавшейся кожицей оказываются более сладкими и ароматными, хотя плоды с гладкой и блестящей кожицей выглядят гораздо привлекательнее. Угощение в разрезе имеет необычный цвет и текстуру. В мякоти много семечек, они считаются съедобными, при надкусывании они хрустят, оболочка семян кисло-сладкая, если переесть семечек, возникнет сонливость. Несмотря на то, что родиной маракуйи является Южная Америка, одним из освоенных ей ареалов стал Таиланд. Здесь она великолепно прижилась и успешно культивируется. Местные жители считают ее самым ароматным фруктом. Плоды с манящим запахом привлекают многочисленных туристов. Сезон маракуйи в Таиланде начинается в конце осени и продолжается зимой. Тем не менее, встретить маракуйю можно и в другие месяцы, но она будет дороже и ее будет сложнее найти, ведь даже в сезон маракуйя продается не в каждой фруктовой лавке, а чтобы ее разглядеть на прилавке, требуется внимательность. О ее наличии проще всего спросить у продавца. 6 плодов в лотке стоят около 100 тайских батов, что на наши деньги 230 рублей. Маракуйя в Таиланде представлена двумя видами – менее сладкой золотой и слегка токсичной пурпурно-фиолетовой. Первый плод по размерам близок к грейпфруту, второй – к среднему лимону. Самый востребованный вид – золотистый. Пурпурная пассифлора небольшая и считается токсичной, но все равно продается на прилавках магазинов. Размер золотистого деликатеса намного крупнее, чем пурпурного. Полезной маракуйя окажется лишь в том случае, если при покупке будет сделан правильный выбор.
Зрелые плоды отличаются цветом и формой. Правильный баклажанный цвет свидетельствует о том, что фрукт пора срывать. Спелые плоды должны быть тяжеловатыми, иначе можно с уверенностью говорить о том, что мякоть почти или совсем высохла, и покупать фрукт не имеет смысла. Поэтому при выборе лучше остановиться на более тяжелых плодах. Их мякоть будет спелее и сочнее. А вот запах при покупке не поможет, ведь через плотную шкурку он почти не ощущается. Между прочим, неспелая маракуйя хорошо дозревает при комнатной температуре. Слегка сморщенные плоды на вкус слаще и ароматней, но при этом они должны оставаться упругими. Гладкая кожица свидетельствует о недостаточном созревании маракуйи, а пятна и трещины на ее поверхности – о начале процесса гниения. Плотная кожица маракуйи несъедобна. После употребления плода ее выбрасывают, так как она не просто горькая, а еще и токсичная. На родине этого экзотического растения мякоть принято есть ложечкой, выбирая ее из половинки фрукта. Чтобы сделать это правильно, с наименьшей потерей ценного сока, нужно надрезать кожуру маракуйи по кругу, стараясь сделать прорез так, чтобы не разрезать плод пополам. После этого половинки разъединяют быстрым движением, стараясь не потерять ни капли освежающего сока. При этом внутренность едят до белого слоя вместе с косточками. Они маленькие и съедобные, да и выделять их из мякоти достаточно сложно. Мякоть этого фрукта широко используется в кулинарии стран ее традиционного выращивания. Ее добавляют в салаты, муссы, начинки для пирогов, соусы. Съедобными семенами маракуйи в Бразилии украшают кондитерские изделия. Считается, что съев торт или пирожное с таким украшением, человек становится спокойнее. Тонизирующий сок этого фрукта пьют в неразбавленном виде, добавляют в коктейли и другие напитки. Сушеная маракуйя отличается сладким вкусом. Это альтернатива сахару. Подсластитель натурального происхождения придает изумительный вкус напиткам, коктейлям, тортам, пирожным, кремам, сладким соусам, фруктовым салатам, мороженому. Ароматные фрукты отлично сочетаются с выпечкой, подходят для приготовления начинок для пирогов. Самое распространенное применение маракуйя – приготовление полезных соков, коктейлей, напитков. Фрукт дополнит вкус выпечки, морепродуктов, десертов, рыбы, ликера, рома, шоколада. В Юго-Восточной Азии из маракуйи производят натуральные соки в промышленных объемах. Сначала плоды подлежат первичной обработке. Движущиеся по транспортеру фрукты тщательно моются. Струи воды уносят листья, ветки и прочий мусор. Плоды необходимо отмыть не только от пыли, но и от разных загрязнений, в том числе и химических. Ведь зачастую маракуйю могли опрыскивать разнообразными средствами от защиты вредных насекомых. Вода должна быть холодной, так как в горячей кожура может размягчаться и портиться. Вымытые плоды поступают в цех сортировки, где их тщательно отбраковывают. Не должно быть гнилых, поврежденных и недозрелых плодов. Важно отметить, что даже один недоброкачественный плод может испортить всю партию. Работники тщательно извлекают нежную мякоть и помещают их в специальные чаны, выполненные из нержавеющей стали. Качество сока определяют при помощи лабораторного анализа. Если в соке содержатся бактерии, дрожжи или плесень, то в питательной среде они начнут размножаться, и их можно будет увидеть невооруженным глазом. После получения удовлетворительных результатов в лаборатории сок можно разливать по бутылкам. Готовый продукт должен быть полупрозрачным и не кислым. Если образец соответствует указанным требованиям, партия отправляется на продажу. Экзотические фрукты растут в условиях тропиков. Они самые подходящие для созревания фрукта. Маракуйя очень любит тепло, благодаря которому она быстро растет, при этом цепляется практически за любую опору. По этой причине для успешного выращивания лианы организовывают систему подвесок.
процессе роста маракуйи ее лоза и листья наращиваются очень быстро, поэтому для растения стоит изначально организовать очень крепкое основание. Дополнительные подвязки для маракуйи не нужны, так как она сама обзаводится крепкими усиками для крепежа, как у винограда. Маракуйя неприхотлива в выборе почвы для ее выращивания. Особое внимание при выращивании тропического растения следует уделять качественному поливу. Хоть маракуйя и любит влажную почву, нельзя ее переувлажнять, тем более позволять воде застаиваться. Поливать лиану нужно часто, как только поверхность почвы подсохнет. Порции воды должны быть небольшими, также должен хорошо работать дренаж. Цветет лиана красивыми крупными цветами с фиолетовыми, сиреневыми или белыми снаружи лепестками. Посередине много крепких длинных тычинок. Она зацветает обычно летом, цветки обладают легким ароматом. Если посмотреть на этот цветок внимательно, то приходится только удивляться тому, как природа, словно тонкий художник, создала такое трогательное совершенство с очень гармоничными формами и нежным переливом красок. И этой красотой можно любоваться только один день, потому что к вечеру цветок закрывается, а к утру погибает. Но в течение всего лета пассифлора радует глаз, так как у нее много цветков, и они сменяют друг друга. Цветы маракуйи обычно опыляют крупными пчелами-плотниками, тела которых достаточно велики, чтобы переносить пыльцу с тычинок на пестики. Обычные медоносные пчелы для опыления этих цветов недостаточно велики. Из завязей через 2-4 месяца созревают желтые или фиолетовые плоды размером с большой лимон. При умеренном потреблении маракуйи она приносит большую пользу человеческому организму. В 100 граммах продукта содержится много углеводов и гораздо меньше жиров. Холестерин же отсутствует совсем. Большое количество пищевых волокон благоприятно влияет на здоровье человека. Маракуйя способствует улучшению работы кишечника и оказывает мягкое слабительное действие. Кроме того, эти плоды стимулируют выведение из организма мочевой кислоты и выступают натуральным жаропонижающим средством. Маракуйю рекомендуют людям, страдающим заболеваниями мочевыводящих путей и печени, а также при пониженном давлении. Плод содержит глюкозид пассифлорин, что обеспечивает его успокаивающее воздействие на организм. Из пассифлоры вырабатываются медицинские препараты седативного действия. Фрукты улучшают память и стимулируют организм при повышенных умственных и физических нагрузках. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!